Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Люблю людей, которым нравлюсь за безупречный тонкий вкус. А мы сегодня найдем применение самым маленьким кусочкам плотной мебельной ткани. Немного закруглим их с одной стороны. Приготовим основу. У меня нашелся большой кусок мебельной ткани. Используем его полностью. Для начала на его поверхности нарисуем окружность. Скруглим все 4 угла. У моей основы края уже обработаны оверлоком. Это прекрасно. Вот теперь определимся с последовательностью работы. Можно начинать от центра, идти к краям. Мы так уже работали, делали большой коврик. А сегодня попробуем новый вариант. Шить будем от краев к центру. И первым делом нам надо закрыть углы. Показываю самый главный секрет. Если вы хотите получить ровный, красивый коврик, надо, чтобы все полотно лежало ровно на одной плоскости с игольной пластины. Воспользуемся самодельным приставным столиком. Работу начинаем с угла. Закрываем его первым лоскутиком. Пришиваем, закрепляем. Ткани у меня плотные, мебельные. Они не сыпятся. Все кусочки будут несколько раз прошиты, поэтому можно спокойно работать. Когда закрыли один угол, точно так же работаем и со всеми другими. А уже после углов переходим на боковые стороны и начинаем заполнять центральную часть. Цвет кусочков никак не подбираем. Главное, чтобы рядом не было двух одинаковых. Шьем и шьем такую чешую по спирали. Постепенно заполняем всю основу все больше и больше. Знаете, когда шьешь, всякие мысли в голову лезут. Вот почему летающий мужчина
это Супермен, а летающая женщина так сразу ведьма. В принципе, я догадываюсь, потому что все женщины владеют магией. Вот смотрите, была просто куча обрезков, никому не мешало. Но появилась женщина, чего-то там покрутила, руками поводила, и готов коврик. Магия. Центр коврика закроем последним круглым элементом. Красота. Ну что, коврик получился очень даже хорошо. Чудесно-расчудесно. Толстенький, плотный, очень крепкий. С изнанки видны только следы от швов. Размер его 68 на 68 сантиметров. На самом деле вы можете сделать любой размер, смотря какой кусок ткани вы найдете. Вот такие мы мастерицы-рукодельницы. Из пачки лаврового листа можем сделать лавровый венок. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. У вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Ищите меня на Бусти, там сейчас самые лучшие мастер-классы в хорошем качестве и без рекламы. Присоединяйтесь к моим группам ВКонтакте и Одноклассниках. Жду вас всех на платформе Дзен. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!